Добрый день. Добрый. Прошу говорить громче, Я понял. чтобы... Да. Представьтесь, пожалуйста. Подполковник Лосик Сергей Сергеевич. Ваша дата рождения. 5 января 1981 года рождения. Где вы родились? Город Дрезден, Германия. Дрезден, Германия. Если вы родились в Германии, я так понимаю, что у вас в семье есть еще военные. Отец. Отец. Отец военный по специальности кто? Летчик тоже. Тоже летчик. С когда по когда вы находились в Германии? По 83 год. То есть маленьким сразу? Маленький, да. Да. И куда вы переехали? На Дальний Восток. Это в какой город? Под Благовещенск. Под Благовещенск. А где вы жили большую часть, до института? Там и жили? Нет. Большая часть в Смоленске. В Смоленске. Да. У вас есть семья? Да. Дети? Ребенок один. А сколько ему лет? 17. 17 лет. Вы даете согласие на запись и публикацию нашей беседы? Да. Спасибо. Что вы заканчивали? Армавирский институт. А Армавинский это аббревиатура? Армавир? Да. Город. Это город? Я не знаю. В каком году вы закончили институт? В 2003 году. И у вас по специальности? Летчик. Летчик, это такая и есть специальность. Летчик-инженер. Летчик-инженер. До начала войны в Украине вы принимали участие в каких-то боевых действиях? В Сирии. В Сирии. В каком году и какие это месяцы были? В 21 году. Август. Июнь-август. Июнь-август, 2 месяца. Угу. А сколько вы сделали вылетов? Ни одного. Вы не принимали Не участие? Нет. А в роли кого вы там были? Зам командира полетной подготовки. Зам полетной подготовки. Это вы учили, инструктировали тех, кто летал? Да. Вам дали участника боевых действий за Да, операцию в Сирии? Понятно. Это по идее... А что делали вообще российские войска в Сирии? По просьбе президента Асада вели боевые действия против террористической организации ИГИЛ. Против ИГИЛ. А какие интересы? То есть, я так понимаю, любая страна в мире может попросить, помогите нам, давайте с кем-то повоюем, или можете дать какую-то оценку? Потому что какое вам дело до того, что происходит в Сирии? Какие-то интересы, наверное, преследовались. Вам не было интересно ответить на этот вопрос самому себе? Где Сирия, а где вы? То есть это даже географически разные места. Я думаю, какие-то геополитические решались задачи. Геополитика. Понятно. Сколько было сбито самолетов в Сирии? 2. А как они были сбиты и кем, если знаете? То есть эта информация в интернете, я просто... Один с земли, ПВО, да? ПВО, и один с воздуха. Один с воздуха. Я так понимаю, самолеты там ваши летали бесконечно в огромном... Какая там группировка была авиационная? На глаз там 50 самолетов. Я не знаю. То есть для меня 10 самолетов это уже много. 20 где-то. 20 самолетов. Я так понимаю, что они круглосуточно работали, как называется. Да. Бомбили. Город Алеппо. Знаете за него что-нибудь? Нет, за город Алеппо ничего. Его стерли с лица земли, по сути стерли с лица земли с помощью авиации. Вы были сбиты у нас какого числа? 13 марта 2022 года. 13 марта, это спустя 3 недели начала спецоперации вашей. По сути, да, февраль. Как вы узнали о том, что начинается спецоперация и что вы будете в ней принимать участие? На предполетных указаниях было доведено постановление. Постановление? От Путина. От Путина? Да. А что он постановил?
Ну, проведение операции по денацификации и демилитаризации Украины. Можете рассказать, как вы понимаете слово, термин демилитаризация? Демилитаризация в плане того, что Украина не должна иметь своих вооруженных сил. Как это, вы старший офицер, как вы себе это представляете физически? У нас есть вооруженные силы. Вы знаете численность наших вооруженных сил? Да, ориентировочно 200 тысяч. Совершенно верно, там около 200 тысяч. Как вы себе представляете, 200 тысяч человек должны сдать свое оружие, наши солдаты и офицеры, отдать различную технику? Как вообще это физически можно было сделать и вообще планировалось сделать? Физически, наверное, так и происходить должно было произойти. Как можно Передача техники. Передача техники и вооружений, а что делать с теми, кто не хочет передавать? Принуждать, наверное, к этому. Принуждать через убийство. У нас можно на интервью курить, если хотите, можете курить. Можно ругаться матом. У нас YouTube канал, мы идем к этим стандартам журналистским, время не то чуть-чуть. Принудить, я так думаю, это, наверное, была задумка такая, как на параде в честь Дня Победы, когда демонстративно штандарты выбрасывались на Красной площади. Не знаю. Только на Крещатик. Это я только что придумал, такая, наверное, ваш бы фюрер стоял. Что значит слово фюрер? Вождь. Вождь. Это правильно. То есть это не какое-то там плохое слово, которое там все думают, что связанное там с Гитлером. Нет, вождь. А Сталина как называли? Вождь тоже. То есть Сталин, Гитлер, они так. Вы знаете, что СССР было союзником во Второй мировой войне? Нет. Когда началась Вторая мировая война? 1 сентября 1939 года. Отлично. А когда началась ваша Великая Отечественная версия? 22 июня 1941 года. А что именно произошло? Нападение Германии на Советский Союз. На Советский Союз. Ага. А что делала Красная Армия в Польше до 1941 года? Вы, если вы скажете, что вы не знаете этого факта, то тогда я вообще поломаюсь. Вы подполковник. Почему? Я знаю, что в Польше было. В Польше была Красная армия. Красная Армия. Что она там делала? Убивала, грабила, насиловала. Все ясно, понятно, как это происходит сейчас у нас. Когда на Польшу напали две армии, Красная Армия и гитлеровская фашистская Германия, на одну страну нападают, когда две разные армии, кто они являются в нападении? Получается, союзник. Получается, союзниками. Парад там еще был, помните? Совместный. Про парад не знаю. Про парад не знаю, здесь будет вставка про парад. Традиционно в честь Международного дня трудящихся на Красной площади в Москве проводится большой военный парад. Но этот готовился по-особому. Сталин хочет произвести на немцев сильное впечатление. Разведка докладывает ему о неизбежности нападения, но ему трудно поверить в то, что Гитлер осмелится нарушить советско-германский пакт о ненападении так скоро. Немцы присутствуют на параде. И, кажется, маршал Тимошенко, народный комиссар обороны Сталина, приветствует их с большим уважением. Вот теперь уже можно не скрывать нашей дружбы с Гитлером. Да мы и не скрываем. Мы должны быть начеку в отношении тех, кто видит для себя выгоду в
в плохих отношениях между Советским Союзом и Германией, в их вражде между собой, которые не хотят мира и добрососедских отношений между Советским Союзом и Германией. Эти господа действительно настолько засуетились, что лезут из кожи до ятоли. О дружбе с Гитлером говорит не рядовой коммунист, а второй человек в партии и государстве Вячеслав Молотов. Крепость брали, помните? Какую-то крепость брали где-то, я думаю, вы помните. И кто ее брал? Это неприятная история, которую они никогда не говорят. Меня радует то, что хотя бы офицеры это знают, потому что младшие офицеры, различные народности, различные контрактники, мобики вообще не знают о том, что Союз, СССР был союзником. И с 1939 по 1941 год Советы оказывали помощь фашистской Германии тканью, зерном, железом. Это все шло туда. Вы же это тоже знаете или не знаете? Да, знаю. Знаете. Ну, почему же тогда получается не говорится про это нигде? Это вторая версия истории. Хорошо, так вот, к чему я это все, ракурс в историю. Там был парад на Красной площади и бросали штандарты, флаги, знамена. Наверное, у нас тоже так планировалось. Ваш фюрер на Крещатике стоит, идут наши подразделения, выбрасывают оружие, из воинские части выбрасывают свои флаги. Я думаю, такая задумка была, наверное. Для этого гналась Росгвардия со щитами и дубинками. За сколько должны были взять Киев? За сколько должна была завершиться спецоперация? 3 дня. За 3 дня. Сегодня 13-й месяц. Что пошло не так? Недостатки, наверное, какие-то в планировании. Прошу говорить громче, потому что Недостатки, наверное, какие-то в планировании. я думаю, что если спланировали глобально не так, что на 13 месяцев опоздали, глобально что-то пошло не так. Глобально что-то пошло не так. Кто в этом виноват? Что что-то не так пошло? Да, мне чисто интересно, вы же должны были ответить на этот вопрос как-то. Ну, для себя. Ну, наверное, люди, которые планировали это. Результатом хренового планирования у них все пошло не по плану. Киев не был взят. Мы сейчас находимся в Харькове. Что за вашей спиной? Дом разрушен. Разрушенный дом. Добрый. Ваши зрители. Наши зрители. Заходь. Там можно тебя. Привет. Летчик. Летчик. Показывать его Да. дела. Даже не думайте, ни хрена не раскаиваться. Ну, не раскаиваются. Уверенно заявляю. А с какого направления? Изюм. С Изюмского, он местный, грубо говоря. Харьковский. Реакция местных людей на... И военного, кстати. Люди проходили. А покажи, что люди гуляют. Ну, люди гуляют. Вернемся к нашей истории. Да, это Харьков, это район Северной Салтовки, где вы проезжали, кусочком вам показали район. Есть тут целые дома? Нет. Дайте какую-то оценку, зачем уничтожать спальный район, в котором проживало 200 тысяч мирного населения. Вот конкретно в этом доме, на вашу оценку, могли быть какие-то военные, какой-то комплекс военный стоять? Не могли. Не могли. Зачем это делается? Не могу ответить на этот вопрос. Ну, понятно. Расскажите, как вас сбили? Какой это день? 13 марта 2022 года 13 марта 2022 года. был сбит ориентировочно населенный пункт, ориентировочно
комплексом противовоздушной обороны БУК. БУК. Какая у вас была боевая задача? Уничтожение живой силы в районе населенного пункта Краматорск. Перед этим хотел спросить, сколько вы всего сделали вылетов на территорию Украины? Порядка 17. 17 вылетов. Порядка 17 вылетов. Сколько раз вы сработали-разгрузились? Один раз? Это Да. почем вы разгрузились? Склады, населенный пункт Балаклея. Склады, населенный пункт. Руський, Да. ти шакал руський. Подойдите сюда. Тебе треба підвісити. А чого він стоїть тут? А його треба підвісити, щоб він висів. А чого він ще стоїть нормально? Мразить це. Ти хоч скажи, ти хоч знаєш, за що ти сюди прийшов взагалі? Нет. Не знаєш? Ти що, дебільний чи що? Як ти прийшов і не знаєш, що ти сюди прийшов? Дітей убивати, насилувати. Що ми вам зробили поганого? От скажи, що ми вам зробили погане? От об'ясни мені, бо я погано чую. А? Ничего. А що ти прийшов сюди? От що ти прийшов, скажи, яка в тебе цель була? Що ми тобі погане зробили? От тобі, що зробила я, наприклад? Що ти в нас, диви, що зробив нам? Що тебе принесло сюди? Тварь ти погана я. У тебе ж є діти, навірно. У тебе є жінка, навірно. Мати є. Є у тебе це все? Есть. Чого ти прийшов сюди? Ти ж людина, така точно, як і я людина, як ми всі. У мене нема слов, щоб тобі щось сказати, розумієш? Я не знаю, ти зараз себе ставиш, що ти нічого не знаєш, куди ти йшов, що ти прийшов, що ти вбиваєш, ти нічого не знаєш, так? Да? Ну, а чого ти прийшов? Скажи, ти за грошей прийшов сюди? Нет. А? Нет. А чого тоді ти прийшов? Скажи правду. Убивати нас прийшов, так? Да? Чи визволяти когось? Ну скажи, чого ти прийшов? Можеш відповідати на цей Нет, вопрос? я не могу ответить на этот А вопрос. почему? Ну скажи правду, ну чого ти? Тебе зараз не розстріляють нічого. Скажи, як є. Чого ти прийшов? Яка в тебе цель була? У тебе, в остальних. Ви ж там, між прочим, всі ж общались, розмовляли друг з другом. Чого ви прийшли сюди? Ну скажи, чого ви сюди прийшли? Я не могу ответить на этот вопрос. Он выполнял приказ, как они все говорят. Приказ. А де він узявся? Тут. Это русский. Тоже ужас. Тут страшно й ходити, ти подивись. Да не, все нормально. Я вже боюсь, де він узявся тут? Да, все нормально. Это привезли показать ему, что они наделали. А, Это летчик. льотчик, да? Ой, ну, в мене немає слов, щоб що сказати йому ще. Все буде добре. Все буде добре, я надіюсь на це, що все буде добре. змеет там. Отут, а скільки людей лежить отам. І скільки все так. Це ж тільки тут, скільки. А взагалі, що вони наробили? Слов немає, навіть... Ой, Все, не турбуй. Все добре. все, до свидання. До свидания. Как вам? Неприятно беседа. Чем она виновата? Ничем. Ничем. Что хотел Путин доказать, напав на нас? И хотел победить нас за 3 дня. Тоже какие-то интересы преследовались. Понятно. Летели, вы сказали, что один вылет у вас был боевой, склады Балаклея, и 13 числа вы летели, работа по живой силе. Что такое живая сила и как вам поставили цель и задачи? Точнее, какой был боевой приказ?
Цель находилась севернее населенного пункта Краматорск. Севернее Краматорска. Сколько там должно было быть живой силы? Ну, ориентировочно, наверное, ориентировочно 300 человек. 300 человек. Ну, тут просто логичный вопрос. Вот вас женщина спрашивала, у вас есть жена, дети? У Да, этих есть. 300 человек есть жены, дети? Есть. Как можно жить с тем, что убить за один раз 300 человек? Никак. Никак. Ну, если никак, то что вы должны были сделать? Убить себя, что ли? Ну, у меня чисто такой вопрос, потому что Украина независимая страна. Независимо. Мы вас сюда звали. Нет. С демилитаризацией разобрались. Может, денацификацию расскажете? Или убийство людей это и есть денацификация? Что вкладывается в этот термин? Националистический батальон разоружения. Националистические батальоны. Что сделали наши националистические батальоны вам плохого? Вам вообще не все равно, что у нас тут происходит? Ну, что вас это интересует? Наш президент не обращался к вам, в отличие от сирийского идиота. Не просил помощи. Как можно, ну, понятно, уничтожение батальонов. Расскажите, на какой высоте вас сбили и как вас сбили, что это было? На 6000 метрах сбили. А чем Предположительно зенитно-ракетный комплекс БУК. буком на 6000 метров и вы катапультировались? Да. Во время катапультирования пилот получает какие-то травмы, там, повреждения? Позвоночник. Позвоночник. Это во время именно катапультирования или приземления? Это во время и катапультирования. И тогда, и приземления. тогда. Понятно. Вы попали, на каком самолете вы летали? Су-30СМ. Су-30СМ. Это там сколько человек экипаж? 2 человека экипажа. Где ваш напарник? Дома. Прикольно. А как вы знаете, что он дома? Как это стало вам известно? Сообщили. Вы когда, получается, вдвоем катапультировались, вдвоем вы приземлялись, и вы не нашли друг В друга? разных местах, да. Сколько у вас разбежность была, разнесло? Ну, ориентировочно метров 500. Ну, я так понимаю, вы пришли в себя и шли навстречу друг другу, но разошлись, не получилось. От момента, когда вы приземлились, когда вы попали в плен? 23 23 марта. 23. Вы 10 дней где-то бродили, что-то делали, В лесу был. в лесу были. Что вы ели, пили в лесу? Пил снег, источник нашел. А ели? На заброшенном на заброшенной станции сало нашел кусок и луковицу. Сало и луковицу. Когда вас взяли в плен, вам нужна была медицинская помощь? Только последствия обморожения. Вы обморозили себе, я смотрю, вы ходите. Что у вас было обморожено? Кисти рук и ноги. Кисти, руки, ноги. Все целое, все на месте или? Ну, или. Или все целое, или. А что случилось, что произошло? И что или получилось? Обморозил конечности, получается, ноги сильно. И Пришлось ампутировать фаланги пальцев больших. вам ампутировали фаланги больших пальцев. Да. Это произошло тогда же в марте или позже наши медики? В мае. В мае? произошло, да.
Медики пробовали их спасти, Пробовали. ну, не получилось. Но если в мае, значит, они 1,5 месяца, по сути, боролись за пальцы, ну, значит, не получилось. Факт сбития вас в небе Украины говорит о чем? Ну, что я находился на территории чужого государства. Это да, я спросил в техническом плане, в техническом формате того, что вас сбили, соответственно, у нас есть ПВО, оно работает. Да. Ваш президент на 3-й или 5-й день, я не помню, обратился и сказал, все средства ПВО Украины и все самолеты, вся авиация уничтожена. Небо взято под наш контроль, и мы заняли превосходство в небе. Судя по тому, что вы, судя по тому, что вы год в плену, то я так понимаю, что это не так. Не так. Состоянием на сейчас, он год в плену, он в принципе отрезан был от информации. Русская авиация не летает вообще. То есть это как факт. Можете рассказать с точки зрения военного дела, зачем во время проведения боевых действий нужно превосходство в небе? Что это дает? Скажем так, беспомеховая деятельность сухопутных войск. Без превосходства в небе сухопутные войска могут одержать победу? Возможно, не криво спросил, но суть ясна. Можно. Но, я так понимаю, есть но. Есть, но да. И в чем это но? Потери возрастают. Потери возрастают. Ну, как бы вопрос типа из серии, намного ли сложнее без неба победить, он, наверное, не совсем актуальный, но или как? Ну, сама сегодняшняя дата сама за себя говорит. Я категорически согласен, что да, сегодня у нас там 18, по-моему, или 20 число, 20 марта. 20 марта. И это уже 13-й месяц, по сути, почти полный. Начало СВО, так называемого. Ваши самолеты не летают, и ваши войска испытывают снарядный голод. Стреляют практически в 10 раз меньше, чем было летом прошлого года. Авиация не летает стабильно. Каждый день, через день сбиваются вертолеты или же самолеты, которые достаются нашими ПВО. То есть, если бы тогда, в начале войны, авиация сработала и было уничтожено все, что у нас летало и сбивало, то тогда бы ход войны был совершенно другой. Я правильно говорю? Да. Вам, когда вы вылетали, говорили о том, что ПВО нет, работайте спокойно? Говорили. Эта информация приходит откуда? Как ее можно проверить или не проверить? Это по разведданным приходит информация. По разведданным вашего полка или Нет, выше? Выше. Я могу предположить, потому что если президент говорит, что ПВО нет, а оно есть, что вашему царю, потому что во всех интервью я его называю царь, докладывают неправильную информацию. Получается, что так. Получается так. Ну, то есть, естественно, не найдется вестник плохих новостей, и тот, кто идет с новостями, докладывает, что все хорошо, все отлично. Моральная сторона этой войны. Вы увидели город, вы пообщались с мирным жителем, который, по сути, ну, все понимают, что это не подстроено. Тут еще сейчас будет, кто-то напишет нарушение конвенции. Никакое это не нарушение конвенции. Мы уже объяснялись и много раз рассказывали эту всю историю. Поэтому вопрос заключается в следующем. Жили две страны, как-то, не как-то. Потом произошло вот это вот, что произошло, война. Когда все закончится, оно закончится, безусловно, нашей победой.
Наши народы смогут дружить? Не народы, нации. Ну, вряд ли. Вряд ли. Что вы знаете про репарации? Что это такое? Это деньги, которые выплачиваются другому государству. Коряво, если. Если коряво, да. Я думаю, если вы повернетесь направо-налево, вы увидите, что улицы убраны. Харьковская администрация работает, несмотря на войну. Стоят краны, и это все восстанавливают. Окна забиты. И вы понимаете, что если спустя год мы все равно воюем, и при этом еще восстанавливаем, вы нас не победите. Я думаю, это очевидно. То, что офицеры все равно... ваш ответ про денацификацию, вы его дали, но это не ответ на вопрос. Уничтожение каких-то там националистических батальонов в другой стране – это бред сивой кобылы. Когда должна закончиться война? При каких обстоятельствах? Вы старший офицер, вы должны своим подчиненным что-то рассказывать. В Сирии было понятно. Пока все не сравняете с лицом, с пустыней. Я Здесь сейчас надо. задачи не знаю. Задача та же, не поменялась. И по телевизору ваш Коношенков рассказывает, что все идет по плану. Урна за вами. Все идет по плану, все согласно графика. Но, как видите, мы уже разрушенный город начали восстанавливать. Это у вас такой план был? Нет. Возможно, есть что-то от себя добавить. Нет. Может, ко мне какие-то вопросы есть? Нет. Я вроде бы... риторический вопрос, с учетом того, что вы офицер авиации. Чем отличается украинское небо от сирийского? Наличием ПВО. Наличием ПВО. Там не было ПВО, вы делали, что хотели, работали круглосуточно, не напрягаясь. Тут у вас все совсем иначе. По традиции военнопленный у нас, если желает, он обращается к своим согражданам, знакомым, друзьям. Стоит идти сюда воевать. Вы, возможно, пропустили, но у вас была частичная мобилизация. 300 тысяч было набрано. Неподготовленных, никаких вообще чмобиков, так называемых, потому что частичная. Они тоже уже заканчиваются, и сейчас будет новая 400-тысячная мобилизация. Уже про это почти объявили. Резонный вопрос. С учетом того, что такие потери и так заканчиваются люди, а по сути вы отходите, вы не нападаете. То есть там под Бахмутом, походу, только вагнера воюют. Добавление еще 400 тысяч мяса может что-то изменить? Нет. Нет и нет. Будете обращаться, если хотите. Надо сюда идти, не надо сюда идти. Мне не надо идти. Не надо. Спасибо. Такая у нас беседа получилась. Военные просили вывести, показать, потому что они там с воздуха не видят, как это происходит. Этот район полностью уничтожен. Его сейчас приводят в порядок. Мэр вообще красавчик в Харькове. Заколачивают все выбитые окна, тут реально весь район. Посмотри по сторонам. Весь район без ничего, без окон, все развалено. Поэтому от кого вы пришли нас освободить? От чего? Сколько вы находитесь в плену? Дня? 362 дня замкомандира полка находится в плену. Поэтому есть что-то, может, от себя добавить, может, меня что-то спросить. Вы, просто вас уже очень много с кем я пообщался, и Вова точно так же. Я знаю ответы почти на все вопросы. Преступный приказ, есть такая формулировка, его можно не выполнять. Полететь убивать 300 человек
наши военные, которые были в этом буке, они красавчики, которые сбили. Это людей, которых не видно, никто их не знает, но ПВО. У нас тревоги каждый день. Сирена, вы их точно так же слышите, да? А прикольно сидеть в тюрьме и ждать, что возможно прилетит. Своя же. Ну вот так. Своя армия, Министерство нападения. Не знаю, было интересно, неинтересно. Можно будет помириться? Как ты думаешь, сколько горя, слез было пролито? Очень много. А? Очень много. Я думаю, такое не забывается. Такое не забудется никогда. Сколько поколений должно прожить? Вы же понимаете, что ваш царь сделал самую прикольную вещь, которую можно было сделать для украинской нации? Да, Что он сделал? сплотил. Совершенно верно. Он сплотил все. Всех. И вы стали врагами для всех. Для всех. Без исключения. Мирных, военных, любых. Да.